Сегодня мы поговорим о полипах в желчном и признаках и маркерах онкологии с рекомендациями врача-гастроэнтеролога. Для начала подпишись на канал, нажми на колокольчик и в конце поставь лайк, так больше людей увидит это видео. Спасибо, друзья, за вашу поддержку и спонсорство. Наша команда очень вам благодарна. Все варианты помощи в описании к видео. На платформе Boosty вы сможете увидеть весь контент, который выходит и который по тем или иным причинам не может быть опубликован на YouTube. Переходите и подписывайтесь. Друзья, мы регулярно будем публиковать на канале опросы, в которых мы хотим узнать ваши предпочтения и заинтересованность. Ну тогда начнем. Полипы желчного. Будет ли онкология? Полипы желчного пузыря – это возвышение на поверхности слизистой оболочки, которые выступают в просвет желчного пузыря. Они встречаются у 15% населения и чаще всего обнаруживаются случайно во время проведения УЗИ, потому что обычно не вызывают симптомов. Какова вероятность, что обнаруженный полип окажется злокачественной опухолью или переродится в нее со временем? На самом деле довольно низкая. Распространенность рака желчного пузыря в мире – 1,2 случая на 100 тысяч населения. Но тем не менее, мы должны быть предельно внимательны, чтобы не пропустить это редкое заболевание. Ведь среди пациентов с таким диагнозом только 20% выживают в течение 5 лет. Есть полипы опухолевой и неопухолевой природы. Неопухолевые полипы называются псевдополипами и не перерождаются в злокачественные образования. Они встречаются в большинстве случаев, более 70%. Чаще всего это холестериновые псевдополипы, отложения холестерина на стенке желчного пузыря. Кроме холестериновых, псевдополипы бывают аденомиомы, возникают из-за гиперплазии, увеличения количества клеток, слизистой оболочки или утолщения мышечной ткани. В большинстве источников говорится, что аденомиомы не несут риска развития онкологии, но Национальная комплексная онкологическая сеть NCN считает, что потенциально это возможно. Воспалительные псевдополипы развиваются из-за воспаления в слизистой оболочке. Лимфоидные полипы – это гиперплазированная лимфоидная ткань. Гранулематозные полипы также появляются в результате воспалительных процессов. Кроме этих видов псевдополипов встречаются и другие, но крайне редко. Опухолевые – это истинные полипы. Они делятся на злокачественные и доброкачественные. Аденома – самый распространенный вариант доброкачественных полипов. Это опухоль, возникающая из железистого эпителия. Аденокарцинома – злокачественная опухоль из клеток железистого эпителия. Аденома может переродиться в аденокарциному, но исследования по этому поводу еще ведутся. Есть и другие варианты истинных полипов, возникающие из клеток других тканей или даже метастазы из других органов, но они тоже встречаются редко. И тогда как избежать онкологии? УЗИ брюшной полости – метод выбора при исследовании полипов желчного пузыря. С его помощью можно оценить, есть ли у них злокачественный потенциал. Обычно псевдополипов бывает несколько, а истинные полипы – одиночные. Размер псевдополипов редко бывает более 10 мм. Размер полипа – первое, на что мы ориентируемся. Если на УЗИ обнаружен полип, далее действуем по схеме. Первое. Полип размером 10 мм и более – высокий риск злокачественной опухоли. Рекомендуется холецистектомия, то есть удаление желчного пузыря. Второе. Размер полипа 6-9 мм, но есть факторы риска злокачественного новообразования. Возраст более 60 лет. Первичный склерозирующий холангит, ПСХ, в анамнезе. Азиатская этническая принадлежность. Сидячий полип на широком основании. Камни в желчном пузыре, опять же, выполняется холецистектомия. Третье. Размер полипа 6-9 мм, но нет факторов риска. Четвертое. Размер полипа 5 мм и менее, но факторы риска присутствуют. Наблюдаем, выполняя контрольное УЗИ через 6 месяцев, 1 год и 2 года. Наблюдение прекращаем через 2 года при отсутствии роста. Пятое. Если размер полипа 5 мм и менее, при этом нет факторов риска, можно не наблюдать. Если во время наблюдения полип увеличивается в размере, учитываем размер и факторы риска для принятия решения. Если полип исчезает, наблюдение можно прекратить. Будьте внимательны к своему здоровью и не забывайте вовремя проходить контрольные исследования, если это требуется. Обращайтесь за помощью к грамотному специалисту вовремя. Поделитесь своими комментариями под видео. На этом все. Здоровья и удачи вам, друзья!